Госдума поддержит законопроект о дистанционном медосмотре водителей. Госдума в феврале рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 46 Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ и статью 23 Закона о безопасности дорожного движения. Документом предлагается разрешить врачам проведение медосмотров водителей дистанционным способом. В связи с этим нормы наделяют Минздрав России новыми полномочиями. В том числе по утверждению порядков проведения таких осмотров, а также использованию специальных медицинских изделий, позволяющих проводить подобные мероприятия. В Комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что законопроект планируется рассмотреть в эту сессию, а его первое чтение должно пройти уже в феврале. Сегодня катастрофически не хватает врачей и медработников, которые бы проводили такие осмотры. По предварительным подсчетам требуется около 300 тысяч человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более 5 лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране, рассказал глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев. По мнению экспертов, реализация инициативы приведет к более объективным медицинским обследованиям. Это можно поддержать, так как в реальной жизни сегодня, как правило, никакой медосмотр водителей не проводится. Например, представим типичного таксиста, который должен все утро провести в медицинской организации, чтобы получить допуск на маршрут, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, нынешние стандарты обследования водителей достались в наследство от СССР, где были государственные автоколонны и таксопарки, в которых работали штатные врачи и другие специалисты. Сейчас этого уже нет, и в современной экономике невозможно из-за больших издержек. Поэтому телемедицина – вполне разумный и доступный путь к тому, как выпустить на работу адекватного водителя, убежден эксперт. Он отметил, что все необходимые анализы вполне можно собрать на специальном оборудовании, где возможно даже дистанционное общение с врачом по видеосвязи. С этим мнением согласен президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов. По его словам, организация системы дистанционного медицинского осмотра позволила бы проводить исследования водителей более качественно, объективно, а также без лишних издержек. Он рассказал, что сегодня многие таксисты не проходят никаких осмотров. Если бы появилась единая система телемедицинских обследований, то записать в нее липовый допуск стало бы гораздо сложнее, убежден эксперт.